Глава 51. Обучение завершено. Практически все оставшееся время Джирайя нещадно гонял меня по основам. Он хотел, чтобы я довел до автоматизма те действия, которые на данный момент делаю с довольно большой задержкой. В бою, где у тебя не останется других вариантов, фуинзюцу может спасти жизнь, не только твою, но и близких. И именно поэтому ты должен действовать инстинктивно, быстро и уверенно, так он сказал. В итоге я смог улучшить скорость своей охранной техники. Более того, великий Саннин напомнил мне о том, что мой мангёку также может иметь схожие свойства, и в трудную минуту этим я должен воспользоваться. Когда я валился с ног, мой сегодняшний наставник рассказывал мне о разных символах и их значениях. В эти минуты лицо его было крайне увлеченным и серьезным. Он отдавал всего себя этому делу. Перепачканный в чернилах Джирайя, глядя на меня, приговаривал: «Ну как тебе? Не так уж и я и плохо, верно?» Я лишь улыбался в ответ и уверенно кивал. Кажется, он вспомнил давно забытое чувство, что значит быть учителем. В итоге время близилось к полудню. Моя голова просто разрывалась от кучи информации, а тело порядком устало от интенсивной тренировки. Черт, я уже и забыл, что такое боль в мышцах. Вижу, ты устал, Обита», – добродушно подметил Джирайя. «Нет, я еще готов продолжить», – ответил я и попытался встать, но не смог удержаться на ногах, упав на землю. «Какой же ты упрямый юноша, твое стремление похвально, но если сейчас выжмешь себя до конца, то будет лишь хуже. Важно понимать, когда нужно сделать остановку и обдумать все, что усвоил». «Я понимаю, просто это лишь один урок, и еще многого не знаю, у меня нет времени на отдых». Великий Саннин ничего не ответил. Вместо этого он подошел и помог мне подняться. Затем сел на поваленный ствол дерева и жестом пригласил устроиться рядом. Понимая, что нашей тренировке конец, я выдохнул и послушно присел. «Ты голоден?» – неожиданно спросил он. «Ну не то чтобы», – ответил я, но в ту же минуту мой живот предательски заурчал. Вот он, показатель хорошей тренировки». Я смутился и слегка отвернул голову. Джирайя положил на нее свою ладонь, потрепав мои волосы. «Знаешь, твой живот мог бы стать прекрасным исполнителем песен», – ехидно подметил жабий мудрец, хихикая в ладонь. Я собирался ответить, но в этот момент Джирайя сам издал подобный звук. Кажется, у него теперь есть напарник в этом деле, да, сенсей?» – не преминул парировать я. Лицо учителя скукожилось, после чего мы оба звонко рассмеялись. А тогда Саннин сказал: а вот и наше мороженое». «Мороженое?» Действительно, клон Джирайи показался на опушке. В его руке был фруктовый лед. Два прямоугольных синеватых лакомства на палочках, которые соединены между собой. Вручив оригиналу, клон исчез. Саннин быстро разделил мороженое на двоих и отдал мне. «Спасибо», – поблагодарил я, немного удивленный. «Знаешь, нет ничего лучше, чем поесть чего-нибудь вкусного после длительного трудового дня». Я утвердительно кивнул, облизывая вкусняшку. После недолгого молчания Джирайя задумчиво проговорил: «Мне давно не хватает таких веселых деньков. Время нещадно бежит вперед». «Учитель, на вас что, старческая ностальгия напала?» – спросил я, желая слегка подшутить и поднять настроение сенсею, который выглядел довольно серьезно. Но тот не удостоил меня ответом. Казалось, будто бы он говорил и не со мной вовсе. Словно в эту секунду его взор стремился куда-то совсем далеко, куда никто не мог заглянуть, как бы ни старался. «Их было трое». После очередной паузы сенсей продолжил. «Вы про своих учеников?» – спросил я, делая вид, будто бы не понимая, о чем речь. «Да, это случилось под конец Второй мировой войны шиноби». Ведь тогда вы получили свой титул великого Саннина после битвы с Ханзо Саламандрой. Ты неплохо знаешь историю, стоит отметить. Да, именно тогда я и двое моих товарищей повстречали тройку ребятни из скрытого дождя. Они были промокшие, напуганные, слабые. Неудивительно, что тогда у одного члена из нашей тройки возникло желание их убить, облегчив страдания. «Разве подобные действия не отвратительны?» – спросил я и тут же прикусил губу, чувствуя, что слова, сорвавшиеся из моих уст, звучат максимально эгоистично. Если бы ты видел, что там происходило, то, может, тоже о таком задумался бы. Но я видел в этих детях уверенность и кое-что еще, цепляющее меня в глубине души». «И что же это?» «Надежду. Они хотели научиться защищать не только себя, но и других.
Хотя для них и я был чужаком. Но эти дети, несмотря на свой страх, вышли к нам и решились на такой опасный шаг. В их ситуации даже взрослый отчаялся бы, но они... Джирайя вновь замолчал, откусив кусочек мороженого. Уголки его губ слегка приподнялись вверх, после чего он продолжил. Они были особенными. Первые мои ученики – Яхика, Нагата и Конан. Первый рыжеволосый паренек. Шумный, самоуверенный, целеустремленный. Прирожденный лидер. Вы даже чем-то с ним похожи. Я слегка опустил голову вниз. Основным телом, которым пользовался Пейн, являлся Яхика, и я приложил руку к его гибели. Стараясь скрыть омерзительное давящее чувство, я надкусил фруктовый лед. Второй был полной его противоположностью, неуверенный, робкий, тихий и податливый, словно глина. Но между тем очень добрый и верный мальчик. Пожалуй, на него я возлагал самые большие надежды. Я прекрасно знал, что Нагата был учеником Джирайи, однако когда я спросил Наруто, почему тот меня предал, так и не смог осознать. Для меня не существовало связи, дружбы, любви. Мне было чуждо это сентиментальное поражение. Тогда я ненавидел Нагата за его поражение. Тогда... Третья. Прекрасная милая девочка Конан. Фиолетовые волосы, желтые глаза. Кроткая, тихая, спокойная. Она всегда была самой рассудительной из их троицы. Уверен, сейчас она превратилась в прекрасную сексапильную девушку. Я посмотрел на Джирайю с порицанием. Увидев это, он откашлялся, неловко почесал затылок и продолжил. Да. В общем, я остался с этими детьми. Они прошли множество испытаний, прежде чем стать действительно сильными шиноби. Каждый из них открыл истинную силу внутри себя. Пожалуй, для меня, как для учителя, это было лучшей наградой. «И что же случилось потом?» – спросил я, желая узнать больше подробностей. Думаю, ты и сам прекрасно понимаешь. Я пробыл там около 3 лет, и время пришло. Но дело не только в том, что вы обучили их всему, что знали, не так ли? Тихо проговорил я, глядя, как капельки растаявшего мороженого падают на землю. Да. С тех пор, как меня нарекли великим сеннином, количество моих врагов значительно выросло. Каждый из них желал одолеть меня, чтобы прославиться. Помимо этого, под удар попали бы мои ученики. Поэтому я ушел, ничего им не объяснив. Думаю, расскажи я им это, они бы точно меня ни за что бы не отпустили. Джирайя замолчал. Его слова были пропитаны сожалением. Для него Нагата, Яхика и Конан стали первыми учениками, скорее даже больше, семьей. Учителям свойственно привязываться к ученикам, ведь они связаны неразрывной нитью с сотней историй и ситуаций. Эгоистично с моей стороны, да? Наконец спросил жабий мудрец. Что именно? То, что не сказал им правды. Сейчас я думаю, а сделал ли благо для этих детей я? Мог ли я найти иной выход? Хотя, о чем я говорю, конечно же мог, если бы хотел. Возможно, я просто испугался ответственности и выбрал полумеры, поэтому так ненавижу действовать в половину силы. Не думаю, что вами управлял эгоизм или сомнение, начал рассуждать я, все больше погружаясь вглубь себя. Тогда шла война, и, как вы отметили, врагов у вас было предостаточно. Страх потерять близких людей после увиденных ужасов на поле битвы – самая страшная болезнь войны. Я вас прекрасно понимаю. В попытке защитить тех, кто нам дорог, мы часто бросаемся в крайности, отбрасывая любые доводы, которые были бы против этого решения. Странно, что ты меня оправдываешь. Неловко усмехнулся Сеннин, но тут же был прерван мной. «Я не оправдываю вас», – довольно резко отрезал я. «Просто сказал, что понимаю, но так или иначе, вы хоть интересовались их жизнью?» Ну, я слышал, что они стали довольно известными в своей деревне. Люди хорошо отзываются о них. Думаю, у них все наладилось. «И вам достаточно этих слухов?» – вопросил я, смотря на сенсей из-под лобья. Джирайя слегка свел брови, его лицо из недоумевающего стало серьезным, как когда он оценивал меня. «Обита, тебе не нужно пользоваться уловками, чтобы сказать свою мысль. Ты можешь сделать это прямо, не виляя вокруг да около». Так он сказал.
Но дело в том, что я не боялся его мнения на этот счет, а сомневался, стоит ли мне лезть в эту историю. Если посчитать в уме, то примерно в этом возрасте я прибыл в деревню Скрытого Дождя. Моей целью являлся Нагата и его Риниган, который должен был воскресить Мадару. До остальных мне не было дела, хоть я и видел, что они стали бы прекрасным дополнением к моему плану. И вот сейчас я нахожусь в этом временном промежутке, когда Яхика может погибнуть из-за некого плана Ханзы Саламандра. И к чему тогда это приведет? Что останется с оставшимися двумя, когда они познают эту боль утраты? Ведь рядом может оказаться кто угодно и развратить их умы, прямо как я много лет назад. Более того, я виноват перед Нагата и Конан, ведь убил их товарищей, желая как можно скорее манипулировать ими. И я поклялся себе, что постараюсь исправить как можно больше ошибок, которые совершил. Неважно, придется ли для этого раскрыть перед Джирайей свои карты или нет. Если я хочу спасти жизнь, то не должен сомневаться. С этими мыслями я выдохнул и продолжил. Стоит ли доверять всему, что говорят? Вы же ни разу не навещали их с того времени, не так ли? Нет. Вам не кажется это неправильным? И я имею в виду, что сенсея Минато вы навещаете довольно часто. Я бы сказал, у вас двоих очень хорошие отношения. Но вот насчет Нагата, Яхика и Конан, разве они недороги вам? Джирайя молча продолжал смотреть на меня. Вы ушли, когда они были совсем юными шиноби, хоть и талантливыми. Судя по вашим словам, они очень хорошие люди, и именно поэтому я думаю, что сейчас они в наибольшей опасности. Опасности? Повторил Джирайя, прикладывая свободную руку к подбородку. Да, продолжил я, стараясь замаскировать свое послание за обычным рассуждением. Они же довольно известны в своей деревне, насколько мне известно. В Скрытом Дожде уже давно бушует гражданская война, которая, несмотря на попытки лидера, не прекращается. Если ваши ученики хотя бы в половину похожи на вас, то, я уверен, они не будут стоять в стороне, и именно тут их может поджидать опасность. Ты имеешь в виду, что они нажили себе врагов? «Идеалисты всегда были врагами власти», – сказал я, на секунду откинув свою маску. Лицо Санина вновь стало удивленным. Кажется, он заметил перемены в моем поведении. Да и черт с ним, я доведу это дело до конца. Что станет с их группой, если кто-то окажется в опасности? Что будет, если они потеряют одного из тройки? В их сердцах поселится злоба и ненависть, непонимание и желание отомстить. У меня перехватило дыхание. Я чувствую, что перехожу границу своего образа. Я видел таких людей на войне, знаю, на что они способны, и понимаю, как сильно их будет терзать эта боль. Я замолчал. Весь мой стройный текст словно улетучился под действием мучительных воспоминаний. Потеря дорогого человека. Как же я ненавижу эту мерзкую мысль. И что же ты предлагаешь? Спросил Джирайя, холодно смотря на меня. Решать только вам, но я думаю, что наставник – это не просто человек, который обучает тебя, как быть шиноби. Я никогда не видел своих родителей. Из близких у меня только бабушка. Потом в моей жизни появился человек, который стал для меня учителем и в какой-то степени отцом, но он погиб. В тот момент я будто бы лишился чего-то очень важного. Возможно, я надолго бы замкнулся в себе, если бы не Минато-сенсей. Он видел во мне не просто ученика, он всегда приходил на помощь, протягивал руку, когда я падал, и верил в меня, даже если все указывало на мою вину. Он всегда говорил, что вся деревня – его семья, а ученики – самые близкие люди. И разве этому он научился не у вас? Джирайя-сенсей, думаю, сейчас вы им очень нужны. Я закончил свою тираду. Сердце болезненно стучало, все от того, что я хотел привести доводы, а выдал на эмоциях. За годы своего жалкого существования в той жизни я отвык открывать душу. Закрыл ее ужасающей маской, оправдывая совершенные зверства великой целью. Сейчас же все иначе. И пусть я не буду соответствовать своему истинному возрасту, порой вести себя эмоционально и импульсивно, но не стану скрывать чувства перед людьми, которых ценю. Я обязательно преодолею эту ступень и вновь стану тем, кем всегда хотел быть. Где же мы ошиблись? Когда нынешнее молодое поколение стало говорить речами старцев и учить нас простым истинам? Тихо проговорил Джирайя, вертя палочку от мороженого. В этом мире, полном злобы, все еще жива любовь. И я верю, однажды мы сможем понять боль друг друга. Всегда хотел написать эти слова в какой-нибудь из своих книг.
После этого он повернулся ко мне лицом. Уголки его губ медленно поднялись вверх, а глаза грустно блеснули. Ты прав. Я не могу вечно бегать от ответственности. Когда я брался обучать их, то пообещал себе, что защищу этих детей и помогу им понять, что общими усилиями и связью между людьми можно сделать этот мир лучше. В погоне за иными целями я забыл о своей главной мечте. Знаешь, ты сочетаешь в себе странные черты Обита-Учиха. Вот смотришь на тебя, обычный парнишка, который упорно идет к своей цели. Но если заглянуть поглубже, то что же ты скрываешь внутри? Или лучше сказать, что ты знаешь и не говоришь. И самое важное, почему так упорно пытаешься убедить меня в том, что, казалось бы, не твое дело? Я тихо сглотнул подступивший к горлу комок. Лицо Джираи было довольно близко, а черные глаза хищно смотрели на меня. Поставит ли он наконец точку, высказав свою мысль в отношении меня, или же безмолвно покончит, избавив себя от проблемы? Я смотрел на него, ожидая исхода. «Ах-ха-ха-ха!» Звучно засмеялся жабий мудрец. «Ну, думаю об этом как-нибудь в другой раз». «В другой раз?» – недоумевающе спросил я. «Да, мне же предстоит небольшое путешествие как-никак», – беззаботно ответил он. «Очень хочется увидеть, какой же милашкой стала Конан. То есть, навестить бывших учеников – действительно правильная мысль. Вы, молодежь, вечно суетесь на рожон. А учитывая характер Яхика, думаю, он обязательно влезет в пекло самым первым». От его слов стало немного легче. Я встал с бревна и слегка потянулся, как вдруг рука Джираи ухватила меня за запястье. «Надеюсь, после моего путешествия нам удастся о многом поболтать», — сказал он с улыбкой, но я четко ощущал, на что тот намекает. «Понравилось изливать душу, сенсей?» – съязвил я. Ну, было неплохо. Поэтому в следующий раз я надеюсь, что ты тоже мне поведаешь о разных интересных историях из своей жизни. Буду ждать вашего возвращения, как можно добродушнее ответил я. Ты уж постарайся, Обита. После этого жабий мудрец посмотрел на небо и пробормотал. Черт, уже полдень, надо идти навстречу к Минато. «Простите, что так вас задержал», – слегка склонил голову я. «Что? Не говори глупостей. Сегодня был самый веселый день за последние пару лет. Я себя таким молодым давно не чувствовал». Ну да, песок даже перестал сыпаться. Точно. Эй, маленький самодовольный засранец, ты чё? Возмутился Саннин, взяв меня за шею и шебурша волосы. Я точно кину тебя в жабий желудок. Мы подурачились пару минут, и Джирай спокойно двинулся вперед. Я смотрел ему вслед. На душе было легко. Теперь я верил, что сенсей обязательно спасет Нагата, Яхика и Конан. Как знать, может, однажды я смогу лично с ними встретиться. Искупил ли я перед ним свой грех? Смог ли в очередной раз нагадить сущности с ее речами о судьбе? В этом мире еще столько всего, чего я совершенно не знаю. «Ну, и чего ты там застыл?» – крикнул Джирай, поворачиваясь ко мне. «Пошли, а то опоздаем». «Но меня не приглашали. Минато-сенсей звал только вас». «Фу, тебе нужны такие формальности. Наше занятие еще не закончилось, глупый мальчишка. Поэтому ноги в руки и за мной. Или ты можешь только свои глупые маленькие печати сделать. Трусливый цыпленок ко-ко-ко». Жабий мудрец лукаво улыбнулся, изобразив курицу. Я оставался совершенно спокоен. Меня вовсе не задело поведение этого старика-извращенца. Я взрослый человек и не поддаюсь на провокации. «Это кто здесь цыпленок? Если у вас старческий маразм и вы боитесь забыть печати, то так и скажите». Черт, он меня вынудил. Этот человек имеет удивительное свойство наполнять все глупым авантюризмом. А вот и проверим. Пошли давай. С этими словами он махнул рукой и двинулся вперед. По-хорошему, мне не стоит соваться туда, куда меня не звали. Но с другой стороны, это учитель моего учителя, а значит, он выше по рангу. Так убедив себя, я побежал за Джираей, ощущая какой-то странный, даже немного детский восторг от чего-то неизведанного. Продолжение следует.